Собрались ехать в заброшенное село, называется Святые Горы, и начался небольшой дождь. Куда ехать в это село на машине вряд ли получится, там все заросло, судя по карте. И добираться до села необходимо будет кустами, корчами. Соответственно, посмотрим, чем эта поездка нам обернется и сможем ли мы добраться до этих сел, чтобы посмотреть, во что они превратились спустя длительное время после того, как люди покинули эти населенные пункты. Выезжаем за город и движемся навстречу приключениям. До села Стасы предстоит ехать около 6 километров по асфальтированному пути. А далее уже начинается испытание выносливости в полевых условиях тотального бездорожья. Ради достижения этих целей мы используем эндуро-мотоциклы, которые как раз годятся для таких путешествий. Откровенно говоря, ехать по прямой асфальтированной дороге довольно скучно, и мы с нетерпением жаждем испытать свои силы в эндуро, поэтому ускоряемся и спустя непродолжительный промежуток времени уже оказываемся в Стасях. Мы доехали до села Стасы. С этого села начинается съезд в поле, где мы будем далее двигаться по корчам. И теоретически должны выехать в село Новое, потом в Седнев, потом Макошин и далее через переправу на Святые Горы. Но там надвигается туча, такая причем серьезная туча. И так парит, я чувствую, что будет дождь. Но надеюсь, что либо мы намокнем не сильно, либо переждем, либо дождя и вовсе не будет. Рассекая высокую траву, мы движемся по еле заметной тропе, уводящей нас вдаль от села. Ехать по грунтовке на внедорожном мотоцикле легко и приятно. Крейсерская скорость около 40 км в час. Единственным неудобством является то, что в черепахе и наколенниках очень жарко, поэтому дуновение воздушного потока, нагоняемого скоростью движения, очень выручает в данной ситуации. Вот такой вот нюанс нас встретил. Похоже, нам придется двигаться по вот этой вот досточке. Ну как там, норм? В общем, такая тема. А так-то мы в каком-то поле. Еще не знаю. Все хорошо. Для этого он и был куплен. Давай. Поднимай. Стой.
Несмотря на временные трудности с преодолением препятствий, мы удачно переправились на другой берег реки Замглай и очень быстро оказались в лесу, сменив окружающие нас пейзажи с бескрайних полей на плотную стену деревьев и кустарников. Такие вот нюансы. Нам приходится езжать на мотоцикле. Боже. Нюансы. Маневрируя между глубокими лужами и другого вида преградами, мы в скором времени уже проезжали село Долгое и Ивашковку. «15 километров спустя нас ожидала переправа через реку Снов и село Святые Горы, куда пролегал наш непростой путь. Мы приехали в Седнев, сидим, обедаем. Погода, благо, наладилась. Да, вместо человеческого пути по асфальту эндуристы выбирают самые корчи. Ну, что я могу сказать? Кое-где путь наш пролегал через действительно сложные участки, где я упала целых 4 раза с мотоцикла. Но, тем не менее, мы справились. Вот мы и на переправе, тут такие корчи. Вон там вдалеке виднеется лес. Красивейший. После дождя в ямах собралась вода. Там, где она успела подсохнуть, образовалась вязкая грязь. Благо, что проехать эту коварную жижу не составило большого труда. Но мы с мотоциклами при этом немного измазались.
Святые горы находятся через 10 километров от нашего месторасположения сквозь густые заросли леса. Название села походит от святого источника, расположенного на горе. Судя по старинным картам, здесь ранее мог располагаться хутор, который не вошел в состав современной Сахновки из-за своей отдаленности. При советской власти село носило название Красные горы, украинскую Червоні горы. Похоже, население здесь все время было малочисленным. После того, как последние жители совсем состарились, а новых село так и не обрело, Святые горы, к сожалению, осталось лишь названием на карте, которое также вскоре постигнет забвение. Дорога, ведущая в село. Вот там нам предстоит проехать. Наконец мы различили в дебрях очертания домов. Единственная улица села еле различима из-за высокой травы, фактически разросшейся ввысь выше пояса. Впечатление, будто природа пытается как можно быстрее скрыть здесь былое присутствие людей. Вдоль заросшей дороги расположено около 5 домов. Большая часть из них уже тотальные руины. Это одноэтажный деревянный частный дом на кирпичном фундаменте. Внутри мы видим несколько просторных комнат с прихожей. Большая печь рассыпалась, а в помещениях царит запустение и разруха. Хороший был дом в свое время, добротный и прочный. Забираемся в соседнее строение, очень сильно заросшее молодыми деревьями. Внутри дом выглядит иначе. Здесь также находится большая печь, сохранившаяся в гораздо лучшем состоянии, чем предыдущая, и которая выходит в соседнюю комнату для эффективного прогрева здания. Планировка включает в себя несколько просторных проходных комнат и большой чердак под крышей. Какие бы чувства ни одолевали взирающего на печальную картину разрушения, жизнь продолжает наполнять эти места. Еще некоторое время забытые дома будут напоминать о человеческом быте в несуществующем более селе. Но после того, как они падут окончательно, а имя населенного пункта сотрется из памяти, очередной эпизод из прошлого покроется пылью забвения, как и все бренное в этом мире, приходит и уходит, словно его никогда и не было.